Всем добренького здоровечка, меня зовут Кирилл, и в этом выпуске мы с вами поговорим про сложную грамматику. Простыми словами. Сегодня мы поговорим про такой феномен в английском языке, как cleft sentences. Зачем они нужны, где они используются, в разговорной речи используются очень часто, на письме нужно быть очень аккуратно, чтобы не переборщить. Слово cleft. Cleft переводится как расщелина, расщеплять. И такие предложения, это сложные предложения, состоящие из нескольких простых. Сравним два предложения. I love money. It's money that I love. Смотрите на эти два предложения, в чем разница между ними. Можете ли вы себе эту разницу объяснить? Если можете, в чем она конкретно? И есть ли такое в вашем родном языке? Первое предложение I love money – это простой, сухой факт. It's a statement. Factual statement. Во втором предложении мы фокусируем внимание слушателя именно на деньгах. It's money that I love. Кстати, that здесь optional. Вы можете сказать it's money I love. Это деньги. Я люблю именно деньги, ничего кроме денег. Вот такая меркантильная я сволочь. And no, I'm not talking about myself. Давайте посмотрим еще на один пример. She heard the news from John. It was John that she heard the news from. Опять же, первое предложение – это факт. Она услышала новости от Ванюши, от Вани. Второе предложение. Мы подчеркиваем, выделяем, что не от кого, иначе, как от самого Иоанна Грозного. She heard the news. И делаем это темой предложения. It was John. Ванюша. She heard the news from. Это один из паттернов cleft sentences. It плюс глагол be. Либо в настоящей форме, либо в прошедшей. It is, it was. Поэтому, собственно, называется cleft sentences, разделенные, расщепленные на два, потому что у вас в первой части будет it is, it was, что-то такое, потом that, либо that не будет, и дальше вторая часть предложения. И в первой части у вас будет фокус. Вы выделяете, делаете, ставите эмфазу, так сказать. It wasn't until we arrived on the red carpet that we met her. Или, перефразируем, we didn't meet her until we arrived on the red carpet. Обратите внимание на предлог. А вы думали, только at и in дудки. В первом предложении мы подчеркиваем, что мы встретили человека на ковровой дорожке. Не после, не до этого, а именно когда мы туда прибыли, на эту самую ковровую дорожку. It was you that I saw. Кричите вы вслед человеку, которого обвиняете в чем-либо. Либо вы хотите сказать I saw you. Это будет обычная factual sentence. Мы можем его немножко поменять, добавив cleft sentence. Если вы кричите человеку «Я тебя видел», и в речи очень важно, в русском языке мы это показываем ударением. Ты! Еще и пальчиком можно так тыкнуть. Главное не проткнуть собеседника. Кроме cleft sentences, которые начинаются с фразы it was, it is, есть предложения, которые начинаются со слова what. Например, what I bought was a first edition. Или I bought a first edition. Я купил первое издание какой-то книги. Теперь мы делаем эмфазу. Я купил именно первое издание. Не третье, не второе, не четвертое, а именно первое. То есть у вас есть первое предложение what I bought. Связка глагол be, was. И вторая часть предложения a first edition, which is a noun phrase in our case. Соответственно, cleft sentence, расщепленное. То есть здесь was расщепляет наше длинное предложение на два коротких. Кроме it was или what, cleft sentences могут также начинаться со слова all. И всем известный пример – это строчка из песни Christmas Song, Mariah Carey, all I want for Christmas is you. То есть all I want for Christmas, соединяем is, noun phrase, you. Все, что мне на Рождество надо, это только ты, поет Мэрайя кому-то там. Мы можем это предложение перефразировать и сказать просто I want you for Christmas. Но согласитесь, эмфазы здесь уже такой не будет, как в cleft sentence all I want for Christmas is you. Ничего мне больше не надо. Только вот лишь бы был ты. Или была. Кому как больше нравится. We listen and we don't judge.
А давайте попробуем это предложение переписать через it плюс глагол be, cleft sentence. У нас получится следующее. Вы можете поставить на паузу и быстренько придумать это предложение самим и проверить, правильно у вас получилось или нет. А мы поехали. It is you that I want for Christmas. It is you I want for Christmas. That is optional. Тебя! И пальцем так из экрана у вас. Хочу я на Рождество. Не подумайте, ничего пошлого. Еще больше примеров. Поехали. Kyle took the money. Скотина такая. Kyle took the money. Никто иной, как Кайл, только Кайл. Давайте. Все шишки на Кайла. It was Kyle who took the money. It was Kyle who took the money. И здесь нам who нужно обязательно использовать. Кроме who мы можем поставить that. It was Kyle that took the money. Смысл не поменяется. It was the boys who stole the show. It was the boys who stole the show. Представьте какой-нибудь концерт, я не знаю, там BTS и так далее, таланты и так далее. И вы говорите, что именно парни отличились. Именно парни показали всем класс, порвали, так сказать, зал. Именно парни произвели фурор. Не кто-то там еще, не соло, а именно The Boys. Может быть, какая-то группа была, типа boy band. Именно парни запомнились больше всего. И именно так вы переводите выражение steal the show. Дословно украсть момент, украсть шоу. Somebody stole the show. Так вы можете даже описывать сериал или фильм, если вам понравилась игра актера. He or she or they stole the show. Представьте себя, вы на вечеринке, к вам подходит ваш второй друг и говорит: You've met Kyle, right? Ты же с Кайлом знаком? Вы раньше уже пересекались? А вы поправляете человека. Actually, it was Bob that I met. Actually, it was Bob who I met. Нет, товарищи. Боба я видел. С Кайлом мы ни разу не пересекались. It was me who called you yesterday. Говорите вы. It was me who called you yesterday. Это ж я вам звонил вчера. Вы что, меня не помните? Ну или просто I called you yesterday. А с cleft sentence мы добавили эмфазы, подчеркнули, выделили, привлекли внимание человека к этому факту. It's the parents who are protesting the most. It wasn't me who did it. It wasn't me who did it. Не я. Я в домике. Это был не я. Или другими словами вы можете сказать I didn't do it. I was franked. Как кролик Роджер. It wasn't me who did it. Не я это сделал. Врут наглые языки. Ну и подошли мы к самому интересному. Готовьтесь. Сейчас у вас будет отрыв фляги. Are you sitting down for this? What I did was leave early. Когда вы человеку пересказываете какое-то событие, и вам нужно сказать, что вы делали по порядку, или, может быть, вас вызвали в следственный комитет. What I did was leave early. Я сперва. Не-не-не, вы там неправильно что-то говорите. Я ушел рано, говорите вы. Но вы это действие делаете темой. What I did was leave early. Две части здесь. What I did. Вторая часть leave early. И в серединке мы соединяем это глаголом be. Обратите внимание, ошибкой будет сказать what I did was I left early. Или what I did was that. Или what I did was that I left. То есть там у нас будет bare infinitive. Такой простой, голенький, как вы во время крещения. What I said was that I needed help. What I said was I needed help. Здесь that плавающее. То есть вы его можете ставить, можете не ставить. А в предложении перед этим, где с глаголом do было, так как это action, там that ставить не нужно, это будет ошибкой. Попробуйте перевести это предложение. Вам всего-то нужно пройти по ссылке. По ссылочке пройти. Всего-то. Два пальца об асфальт. Легко. Uno, dos, tres, cuatro. And all you need to do is click this link. Все. Просто. Всего-то. На ссылку нужно нажать. What I meant was that we need to start from scratch. Что я хотел сказать, так это то, что нам нужно начать с нуля, с самого начала. Start from scratch. What I meant was that
we need to start from scratch. То есть здесь what I meant was that optional. You don't have to use it. Итак, давайте подытожим. Зачем нам эта cleft sentence нужна вообще? Итак, для чего нужны нам cleft sentences? Первое, для того, чтобы прояснить ситуацию. Если вы что-то рассказываете, человек вас не понимает, вы хотите его внимание обратить на что-то конкретное, либо когда мы даем какие-то инструкции. Например, вы говорите, сперва тебе нужно туда пойти, потом нажать туда, потом пройти туда, и уж потом ты наконец-то найдешь, что ты ищешь. Либо когда вы пересказываете какие-то события, например, в Следственном комитете. Это я, например, говорю, там применений может быть уйма. В разговорной речи таких предложений, такая грамматика используется очень часто. Вот на письме нужно быть осторожным, потому что очень многие go overboard, они перебарщивают с этой грамматикой. Дальше я вам дам 3 предложения. Попробуйте перевести их в комментариях. Ответы на эти предложения напишу в своем инстаграм-канале Kirels_English. Кстати, телеграм тоже. А если вам интересны онлайн занятия со мной, то в описании под этим видео есть все ссылки, явки и пароли. Окей, поехали. Сперва тебе нужно залогиниться. Это первое предложение. Сперва тебе нужно залогиниться. Второе предложение. Чего мы не ожидали, так это задержки рейса. Третье предложение. Вам нужно сделать резервную копию файлов. Итак, cleft sentences бывают 3 разных паттернов. Это когда начинается предложение it was или it is. Это когда предложение начинается с what или когда предложение начинается с all. Помните, что cleft sentences по определению, по названию состоят из 2 частей. На сегодня это все. Пользуйтесь, пытайтесь делать ошибки, использовать эту конструкцию в речи. Я желаю всем отличных выходных. Пока.